Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. А вы любите сюрпризы? Вот незадолго до Нового года мне подписчица Татьяна прислала посылку с тканями. Восторг! Это остатки портьерной ткани после подшивания штор. Цвет очень красивый, благородное сияние. И, конечно же, хочется сшить из этого что-то прекрасное и необычное. Сегодня мне хочется поработать с этим прекрасным куском. Ширина 25 сантиметров, длина 180 сантиметров. Ткань очень сильно сыпется, поэтому первым делом обработаем края. Просто обошьем зигзагом. А теперь прошьем, соединим вместе боковые короткие стороны, чтобы получилось кольцо. А по длинным сторонам по краю проложим строчку. Потом очень аккуратно будем тянуть за одну нитку, так, чтобы всю ткань немного присборить. Делаем это с обеих сторон. Теперь будем собирать обратную сторону. Часть с застежкой молнии. Возьмем кусок ткани шириной 25 сантиметров, длиной примерно 35 сантиметров. Одну длинную сторону обработаем зигзагом, подогнем на 5 сантиметров, проутюжим. Потом к ней иголкой с ниткой пришьем один край молнии. После этого прошьем его на швейной машинке. К другой части молнии пришьем нижнюю часть клапана. Для удобства сначала заутюжим сгиб, а потом наживулим по этой линии. После того, как прошили на машинке, можно дополнительно отстрочить это соединение. Закроем молнию и расправим ткани. Молния спрятана в клапан. Задник для подушки готов. Надо будет только вырезать нужный размер. Все новое – это хорошо забытое старое. Я нашла НЛО – незаконченный лоскутный объект. Кого интересует, как шить такую объемную крейзи-розу, можете посмотреть подробный мастер-класс. Но я сейчас коротко расскажу сам принцип создания. Он сказал «поехали» и запил водой. Для работы приготовила ткани двух цветов. Шьем по основе. В центр заготовки помещаем деталь пятиугольной формы бордового цвета. Закалываем ее иголочкой. Дальше к ней приставляем и пришиваем розовый кусочек. Отгибаем его. После этого подрезаем лишние края. Обратите внимание, утюгом мы не пользуемся. Лепестки должны сохранить объем. Сложенную вдвое бордовую ткань накладываем поверх розовой детали. Закалываем булавочками. После этого берем розовую ткань, накладываем ее, закалываем и прокладываем строчку. Этим кусочком мы закрываем срезы. После этого отгибаем. Розовый кусочек отогнули, подравниваем его по срезу. После этого накладываем двойной кусок бордовой ткани. Закалываем. Потом куском розовой ткани закрываем открытые срезы и прокладываем строчку. Я думаю, что вы уже поняли принцип работы. Шьем по спирали. Розовую ткань прошиваем, отгибаем, отрезаем. Закрываем двойной бордовой тканью. Закалываем. Потом опять розовый. Получается такая объемная крейзи-роза. Шьем и шьем. И надо сделать хотя бы 2 витка такой розы. Видите, какой интересный эффект получается? Из-под бордовой ткани проглядывает розовый. Если хотите, здесь можно поиграть и цветом, и фактурой ткани. Вместо розового флиса, который я использовала, можно взять бархат или красивую ткань с пайетками. А верхнюю ткань укладывать с небольшим напуском и немного отступив от края. Я дала вам идею, а на воплощение уже зависит от вас. Ничто не дается нам так дешево,
как хочется. Мне нравится, когда в комментариях начинают фантазировать и фонтанировать идеями. Это очень интересно. Получается такой коллективный разум. А фотографии своих работ вы можете выложить в моих группах ВКонтакте, в Одноклассниках или в комментариях на моей площадке Яндекс.Дзен. А завершить работу, закрыть оставшиеся края, я решила кусками портьерной ткани. У меня остались зеленые лоскутки. Кстати, для объема эти зеленые листья можно заложить складочками. Роза получилась пышная. Лицевую часть подушки украсит наша прекрасная объемная роза. Этот крейзи-блок я собирала на основе. Все швы закрыты. Диаметр сделаем 32 сантиметра. Сразу же обработаем зигзагом открытые срезы. Задник подушки вырежем такого же размера, как круглая лицевая деталь, и сразу же обработаем край зигзагом. Итак, что же у нас получилось? Задник подушки с вшитой молнией, лицевая часть и боковая длинная присборенная полоса. Первым делом вошьем лицевую часть. Для этого равномерно распределим сборки, вложим нужную деталь. Иголочкой зацепим с одной стороны, потом с другой. Затем подхватим также и другие две стороны. А дальше уже равномерно по кругу распределим складки и зафиксируем булавками. Лучше всего это соединение прошить сначала иголкой с ниткой, а уже потом на швейной машинке. Таким же способом вошьем и заднюю часть подушки. Расстегнем молнию, заколем булавочками по контуру, наживулим и прошьем на швейной машинке. После этого остается только вывернуть нашу красивую декоративную круглую наволочку. Если у вас есть круглая подушка, замечательно, но ее можно легко сшить самим. Возьмем два куска ткани размером 60 на 90, сошьем их короткими сторонами в трубу. Обработаем двойной подгибкой обе длинные стороны и проденем в них крепкие шнуры. Хорошенько затянем шнур с одной стороны и наполним полученную наволочку обрезками синтепона и холофайбером. Но если сразу же ее заполнить, то потом будет очень сложно надеть нашу красивую декоративную наволочку. Поэтому сделаем это сейчас. Нашу подушку круглую вставим в декоративную наволочку. Наполнитель распределяем равномерно, но помним про концы нижнего шнура. Мы их выводим наружу. После этого крепко затянем верхний шнур и свяжем его с нижним. Это придаст плоскую форму нашей подушки и не даст ей стать шариком. Остается только застегнуть молнию и любоваться новой декоративной круглой подушкой с объемной крейзи-розой. Конечно, это у меня получились такие размеры. Если хотите, можете сшить свою, по вашему вкусу, больше или меньше. Полетела я, как ноутбук, придумывать новые проекты. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!